Мир вам и милость Всевышнего, друзья! Давайте сегодня приготовим ленивый медовик, как его называют. В интернете очень много рецептов. Медовик за 12 минут, медовик за 30 минут. Но, конечно же, это не так. Но готовится он гораздо быстрее и проще, чем обычный медовик. Получается очень вкусно, ничем не уступает обычному. Итак, в первую очередь нам надо соединить в кастрюле на средний огонь, поставить мед и масло. Дождаться, пока он начинает кипеть, и добавить туда чайную ложку соды. Если мед хороший, то произойдет реакция, он начнет пениться, и можно уже выключать через пару минут. Мед у меня темного цвета, потому что это определенный сорт, горный. У вас может быть любой, конечно, он. Теперь займемся яйцами. Их надо взбить с сахаром до легкой пенки, то есть объединить. Теперь в яичную смесь вливаем остывшее масло с медом и содой. Перемешиваем. Теперь к этой массе нужно добавить муку. Делайте в 3 этапа. Если вдруг чуть вам понадобится больше муки, можно добавить, просто яйца у всех разные, или наоборот лишнюю муку не использовать. Теперь нам надо разделить условно на 3 части наше тесто и укладывать его на противень. Таким путем размазывания. Тонко размазываем. Можно использовать пергаментную бумагу, только хорошую, силикализированную. У меня это многоразовые коврики. Есть силиконовые также. Я люблю пользоваться многоразовым. Духовку мы разогреваем до 180 градусов. Печется быстро. Пока один корж печется, мы второй также укладываем, размазываем до определенного размера, который нам нужен. Этот коврик у меня вот силиконовый, очень удобный. Как я и сказала, печется 6-7 минут, но смотрите на свою духовку, ориентируйтесь. Первый корж испекся, сразу укладываем второй. Бумага снимается очень легко, теперь даем остыть и также печем остальные. Теперь мы делаем крем. Крем я сделаю заварной, со сливками, крем-пломбир. Сразу ставим молоко греться на огонь. В это время смешиваем муку, сахар и яйцо. Теперь подогретое молоко часть выливаем в эту смесь и размешиваем. Сначала чуть-чуть наливаем, чтобы не сварились, яйцо не сварилось, потом еще половинку. И теперь мы это ставим на огонь, оставшееся молоко, и вливаем эту смесь. Постоянно помешиваем. Через минут 5 у вас, как начнет закипать крем, он начнет густеть. И при появлении первых пузырьков его можно уже выключить. Он готов. Теперь в эту основу заварную добавляем масло и размешиваем его до объединенного состояния. Как масло растает, мы накрываем пищевой пленкой и оставляем до остывания, чтобы быстрее крем остыл. Помещаем, можно поместить в холодную воду его. Как крем остынет, его надо соединить со сливками, но сливки при этом надо взбить. Сливки взбиваются быстро, не перевзбейте их, они взбиваются быстро. Теперь советую вручную объединить сливки заварной основой в 2-3 этапа. Это делается это быстро, несложно, и получается шикарный крем в итоге. Теперь займемся коржами. Лучше всего их разделить пополам и обрезать. Обрезки нам тоже пригодятся, их надо измельчить для того, чтобы мы ими украсили торт. Обрезки лучше измельчать в блендере, так получится хорошая
масса такая мелкая. Ну, можно также и вручную их измельчить. И теперь мы укладываем на дно подставки или тарелки, где вы будете укладывать торт. Наносим сначала крем, потом корж и все поочередно. Крем не жалеем, потому что крем должно достаточно хватить на это количество коржиков. Один за одним укладываем, размазываем аккуратно и не забываем смазывать бока. Вот так аккуратно мы все коржики сложили в тортик. Теперь обсыпаем нашими крошками. Кому как удобнее, сверху начинать или с боков. Ну, я советую сначала сверху украсть, потом бока. Когда делаем украшение торта, лучше его оставить на несколько часов в холодильнике, чтобы он пропитался, и потом можно приступать к дегустации. Нежный ароматный медовик ждет вас в конечном результате. Подписывайтесь. Спасибо за просмотр.